Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Юрий Дудкин на связи прямо сейчас. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр, здравствуйте. Юрий Анатольевич, ну что, Аляска прошла, Европа сейчас как бы трепещит, Мерц собирает срочное заседание правительства, секретное. В общем, лидеры 5 стран Европы выходят с заявлениями о гарантиях безопасности, что следующая встреча должна быть с Зеленским. Ну, а Зеленского позвали на ковер в Вашингтон. И все стороны вчерашнего саммита, то есть Россия и Соединенные Штаты Америки, говорят, что все было хорошо. Но если все было хорошо, почему все раньше закончилось? Даже на обед не остались, чаю не попили. В общем, интересная Аляска вышла, причем тем, что до конца никто не знает смысл игры. Попробуем подумать на этот счет. Что вам видится и какие выводы после Аляски вы сделали? Давайте подумаем. Я тоже, кстати, склонен к той мысли, Александр, как вы, что подобные встречи, подобное решение глобальных, планетарных вопросов никогда не должно быть, ну, грубо говоря, на поверхности. То есть, в этом есть определенные тайны. Время сегодня у нас тяжелое, поэтому я считаю, для того, чтобы действительно планета находилась хотя бы в более таком спокойном состоянии, нужно соблюдать вот эти все правила. Как говорят, деньги любят тишину, но не только деньги, дипломатия тоже любит тишину. Ну и, как говорил Андрей Андреевич Громыко, бессменный министр иностранных дел Советского Союза, в дипломатии нет мелочей. Вот что самое главное. Поэтому, когда вы упомянули про обеды, завтраки и так далее и тому подобное, в этом есть одна, на мой взгляд, очень большая закономерность. А состоит она в том, что Соединенные Штаты в очередной раз, между прочим, причем это уже было неоднократно на протяжении всего исторического периода, поняли, что диктовать условия России, оказывать на нее давление – это бесполезно. В этом вся суть того, что происходило вчера в Анкоридже, а именно на военно-воздушной базе Эдельдорф-Ричардсон. Это очень старая база ВВС, я о ней хочу сказать несколько слов, говоря о закономерностях. Построена она была, начата ее эксплуатация, будем так говорить, полномасштабная, в 1940 году. И таких баз на Аляске 6. Это объединенная база ВВС. На ней базируются как истребители новейшего поколения, так и стратегическая авиация, дальняя стратегическая авиация США. Но еще более закономерно то, что стороны выбрали именно местом встречи Аляску, является то, что это и символично, кстати, что в годы Второй мировой войны через Аляску по ленд-лизу в Советский Союз были очень крупные поставки. Это и авиационная техника, и амуниция, и продовольствие, и все что угодно. По тому периоду, по периоду Второй мировой войны, когда был тройственный союз между Германией, Италией и Японией, такой треугольник Берлин, Рим, Токио, обстановка тоже в мире была не из легких. Значит, Германия в тот период времени контролировала всю северную часть Атлантики, ее подводные силы. В этом был большой специалист, будущий рейхспрезидент Германии адмирал Дёниц. Он тогда командовал подводными силами Рейха. Затем и Балтики в том числе. Под контролем были Северные моря, Атлантика северная и Балтийское море. Италия контролировала Средиземное море, причем настолько жестко, что там также топились все неугодные итальянцам
так называемые торговые партнеры. Вот. Муссолини старался подчинить себе все Средиземноморье. И Тихоокеанский театр военных действий, безусловно, был под контролем двух государств. Это Соединенных Штатов и Японии, милитаристской Японии, императорской Японии, в которой они в тот период времени уже были в состоянии войны. Японцы, обладая авианосным флотом, также достигали, ну, с трудом, конечно, но случаи таковые были. Побережье Аляски, побережье Советского Союза, и не зря в тех местах и президент Путин, и другие официальные лица на Аляску не допускали дипломатов до нынешнего времени, чтобы возложить на авиабазе Эльмендорф, Ричардсон венки к павшим, к памятнику павших советских летчиков, и американских, кстати, в том числе. А вот в Магадане президент Путин это сделал сразу, ну и впоследствии, конечно, уже прибыв на Аляску, он также возложил цветы к этому памятнику. Я почему так подробно останавливаюсь? Ну, это представляет особый интерес, согласитесь, потому что, опять же, говоря о символизме встречи, это очень символично. Это очень символично. А второй такой символ, я считаю, символом таким является то, что все-таки Аляска была когда-то частью Российской империи. И то, что на территории Аляски граждане Аляски имеют очень большое русское и православное прошлое, это тоже очень символично. Действительно, стороны подошли к этому вопросу продуманно, с большой, так сказать, перспективой развития отношений на будущее, и эта встреча действительно состоялась. Я скажу так, что по меркам новейшей истории это эпохальная встреча. Эпохальная встреча. Да, есть, как сказать, вопросы к тому, почему столько было много изменений в протокольных нюансах этой встречи. Их действительно было очень много. Ну, то есть, вначале согласились на какой-то общий план встречи по пунктам. То есть, там вначале была двухсторонняя встреча двух лидеров тет-а-тет. Затем в расширенном, так сказать, составе должны были встретиться стороны. Обед и так далее. А Трамп вообще анонсировал, причем настолько, мне даже показалось, ну, как может показаться диким какое-то изречение Трампа. Мы уже давно к этому привыкли. Но он же настолько был уверен в том, что это будет и вторая часть переговоров, где он привлечет, как он говорил, и украинскую сторону, и европейскую сторону. Вот. И Бог знает, что еще может произойти в этот период. Но судя по тому, как все происходило, и что с самого начала, так сказать, поразило многих, что два лидера поехали в одном автомобиле. Это не случалось никогда. Ни один американский президент, на моей памяти во всяком случае, никогда не сажал лидера другого государства в свой автомобиль. Потому как лимузин президента США еще является, кстати, и центром управления стратегических сил. Вот. Но, тем не менее, это было сделано. Да, и тем более лидера российского государства. Тем более, как я говорил ранее, ни один советский лидер никогда не сидел в автомобиле американского президента. Американцы дарили советским лидерам автомобили, в частности, Леониду Ильичу Брежневу. Он был ярым автомобилистом. Но сидеть в американском лимузине Брежневу не довелось рядом с президентом США. Как и наоборот, кстати.
Ни один американец не сидел в автомобиле советского лидера или впоследствии российского. Но, тем не менее, это очень знаковое событие. Надо отметить, что я специально просмотрел эфиры многих американских и европейских телеканалов. Вот этот кусочек, да, был вырезан. И был вырезан не зря. То есть встреча вот до того момента, когда они поднялись на постамент и фотографировались перед прессой, был, а уже посадка в автомобиль, она отсутствовала. Ну, это тоже говорит о многом. О предвзятости западных средств массовой информации, западных средств к этой встрече, так, чтобы все звучало в одном ключе. В том, что россияне приехали на поклон. Вот так приблизительно должно было звучать эфирное время многих телекомпаний. Ну, это же не так, мы это видели и можем Да, сейчас... вот, я же об этом и говорю. И даже Александр. по итогам, смотрите, мы можем твердо говорить, что это не так. Выходит Трамп и говорит о том, что да, я согласен с тем, что нужно заканчивать войну, а потом перемирие там и все остальное. Ну, в общем, телега впереди лошади, а этим славится Трамп. Он ее ставил, эту телегу впереди лошади на протяжении многих недель в последнее время. И Да, вот да, этими перепалками, а я сейчас введу санкции, а сейчас мы там надавим, а сейчас мы вот это... Если все пройдет плохо, то это будет последняя встреча. Я встану и уйду. Да, Нет, да. никто никуда не встал, не ушел, Да, санкций да, да, нет. Наоборот, Зеленского к себе позвал и поговорил с европейскими лидерами. Действительно ли, ну, опять-таки, Трамп говорит, я со всеми согласовал, и все с этим согласны. Хотя вот общее заявление, ну, и близко рядом не валялось и не лежало с вот этой формулировкой европейских, там, натовских партнеров. К чему мы сейчас пришли? Это кажется, что, ну, вот, действительно какой-то переломный момент в противостоянии. Дело в том, что, опять же, продолжу немножечко и отвечу на ваш следующий вопрос. А ведь встречи тет-а-тет не было. Ее заменили там 3-3 или 4-4, я не знаю как. Видимо, все-таки было это решение американцев. Почему? Потому что везде все американские телеканалы, ведущие, трубили о том, что Путин переиграет Трампа. Он на него надавит, он его очарует, он его переубедит, если они будут один на один. Поэтому, видя такое, администрация Трампа поступила, в принципе, верно. Она предложила Путину, значит, аппарату Путина встречаться вот в таком составе. Коротеньком, но где были представлены все советники и Путина, и Трампа. И в первую очередь те, которые, значит, организовывали эту встречу. Я имею в виду Стивена Уиткофа и главу Российского фонда прямых инвестиций Дмитриева. Да, Александр, я, в принципе, вас понимаю в том смысле, что сегодня уже встреча Путина и Трампа будет носить в дальнейшем системный характер. То есть, если мы говорим о том, что... Кстати, многие ожидали от этой встречи чего-то прорывного. Особенно и на Западе, и на Украине, тем более, говорили, все пропало, там, нас предали и так далее и тому подобное. Это была знакомительная встреча, знакомительная не двух президентов, они давно знают друг друга, а ознакомительная с точки зрения тех вопросов, которые интересуют стороны. Американцев интересовала сторона вопроса прекращения огня, немедленное причем, и некое перемирие, непонятно насколько и когда. А Россия по-прежнему была постоянно в своем выборе решения украинского кризиса, и она сказала, что только длительный мир на условиях гарантий безопасности всех сторон, а не за счет кого-то, и подписание ответственными лицами, легитимными лицами соответствующих документов может прекратить эту войну. Вот в чем состоит, так сказать, смысл этого разговора. И в принципе, Трамп согласился с этим.
Мы же видим, что уже раздавая интервью после этой встречи, особенно Fox News, своему любимому каналу, вот, подконтрольному для республиканцев, он сказал, что я, в принципе, Путина понимаю. Он так открытым текстом сказал. Мне понятно его стремление к окончанию войны. Вот. Но то, что сделка, как он говорит, не состоялась, но это, очевидно, требует еще дальнейшей работы. Самое главное в вашем вопросе, Александр, состоит в том, что СВО продолжается. И оно ни на минуту не прекратится. То есть наступление российских войск на запад Украины, оно продолжается. Покровский выступ, он существует, он расширяется. Покровск находится, ну, если не в полукольце, то, может быть, даже и больше. Вот, Красноармейск, старое название. Поэтому все по-прежнему остается. Мало того, Российская Федерация, Министерство обороны России, штабы севера, южного направления, центрального направления, насколько сегодня уже прошли утечки в СМИ, готовят целый ряд наступлений на этих направлениях. Вот. Поживем, увидим. Трамп может сделать Зеленского козлом отпущения в случае провала американских посреднических усилий. Об этом пишет The Times. На это указывают слова Трампа о том, что дальнейший прогресс в заключении соглашения по Украине сейчас зависит от Зеленского. Трамп согласился с отказом перспективы членства Украины в НАТО, а теперь может пойти и на другие требования России, такие как отстранение Зеленского от должности или исключение членства в Европейском Союзе. Турецкая газета, одна из, вот, очень поразительно просто. Ментальность, народ, да, как бы, и язык. Значит, комментируя поездку Зеленского в Штаты, написали, что опять будут ругать Зеленского. Ну, и в этой фразе все, да, начиная от там позиций, уровня и так далее. Ругать поедут Зеленский едет, чтобы его поругали в Вашингтон. И как вы относитесь к, такой преснопамятной уже, такой набившей оскомину, но важной идее встречи Трампа, Путина и Зеленского? На пресс-конференции вчера, или сегодня, там, по нашему часовому поясу, на пресс-конференции в Аляске был же такой диалог, что там, следующая встреча там, в Москве, Путин говорит. Да? Трамп говорит, я, возможно, кого-то, сейчас на меня набросится, но я как бы не против. Так есть ли место для трехсторонней встречи? И как вы видите дальнейшие шаги Зеленского? Во-первых, для того, чтобы состоялась трехсторонняя встреча, как ее называют, необходимо согласие всех сторон. Это явно как божий день. Если же Российская Федерация не пожелает говорить с Зеленским, что, скорее всего, так и произойдет, то встреча будет и далее двухсторонняя. Ведь, заметьте, эта встреча на Аляске, она носила не только украинский сегмент рассматриваемых вопросов, но и общестратегических. Стоит под вопросом ратификация договора ОСВ, ограничение стратегических наступательных вооружений. Путин перед отлетом в США об этом говорил, что для нас главное это, а не Украина. Украина тоже важна. Но вопрос стратегической безопасности всех на планете зависит от Соединенных Штатов и от Российской Федерации. Потому как количество ядерных боезарядов на сегодняшний день в наибольшем количестве находится на территории этих двух государств и в толще Мирового океана. Следующий момент. Да, действительно, я думаю, что все-таки следующая встреча будет в Москве, или в крайнем случае на Валааме, в противовес Аляске, может быть. Хотя, скорее всего, мне кажется, что значимости этой встречи придаст именно столица России, это город Москва. Вот. Что касается, будут ли ругать Зеленского, никто его ругать не будет.
Он едет в Вашингтон для того, чтобы ему разъяснили два пути решения вопроса. Либо он добровольно сдает власть в Верховной Раде, а отстранить его никто не может, грубо говоря, физически. Вот. Хотя есть многие сплетни по этому поводу, но я их сегодня озвучивать не буду. Либо он добровольно сдает власть, делает, так сказать, ход в сторону того, чтобы отменить на время военное положение, провести выборы. А для того, чтобы провести выборы, полноценные, полноформатные, легитимные, до этих выборов должны быть допущены все политические партии в Украине. У нас нет двухпартийности в выборах, как в Соединенных Штатах. Вот. Для того, чтобы эти политические партии прошли на эти выборы, нужно провести, своего рода праймерис такой, как говорят в США, где будут обозначены кандидаты от этих политических партий. То есть это предстоит большая внутриполитическая работа. Либо второй вариант, который ему предложит Трамп. Если ты хочешь дальше воевать, ты воюешь без США, тебе в сателлиты набиваются европейские государства, вот, в частности, государства, которые находятся в Евросоюзе, это особая такая каста просвещенных, в кавычках, конечно, людей, которые видят эскалацию насилия на Украине шагом к ослаблению Российской Федерации. Естественно, никто не заморачивается гибелью сотен тысяч людей, которые будут в этот период времени, в первую очередь украинских граждан. А это ведет к тому, что украинское государство и далее будет обескровливаться, что ли, обескровливаться. То есть ослабевать, затухать и уже в дальнейшем проводить какие-либо политические реформы в этой части Украины, не предстоит реальностью, не предстоит возможным. Это же и нужно Зеленскому. Он у власти конечно, навечно. Конечно. Навечно. Да. Почему нет? Это его цель. Он будет с удовольствием и далее, для того, чтобы оставаться, это уже я говорю за него. В принципе, и так понятно, и вам в том числе, что сдать добровольно власть – это не в духе Зеленского. Вообще сцена, и в том числе политическая сцена, это его конек. Вот не уходить самостоятельно за кулисы этой сцены, это его цель, его всей жизни. Он остается по-прежнему популярен. Его имя, хоть и в негативе, хоть в позитиве, неважно, в различных средствах массовой информации звучит все более с новой и новой силой. Вот. И это для него главное, лишь бы не некролог. Понимаете? Вот вся его цель. Пусть обо мне говорят как угодно, но я буду продолжать, так сказать, свою роль президента Украины. Что ждет тогда страну? И какой вариант? Понятно, что он сдавать власть он не будет. И Европа выступила в его защиту и говорит, что будем помогать столько, сколько нужно. Заявление, как у нас говорят, потужное. Тогда давайте рассмотрим этот сценарий. Трамп будет умывать руки и уходить с посреднической роли? Или останется? Тут же, понимаете, очень тонкий момент. Если Трамп условно дает карт-бланш Путину для дальнейших действий, и параллельно развиваются другие треки, о которых вы сказали, и договор о вооружениях, и торговля, и там ледоколы, и все в морпуть, и там, эти все проекты, большие проекты. Частичное, может быть, снятие санкций, но получится ли полностью уйти из Украины Трампу? Ведь он тоже этого не хочет. Понимаете, в чем дело? На первый взгляд, вы говорите, на первый взгляд это действительно может казаться таковым, что, так сказать, Трамп страшно озабочен тем, что будет дальше на Украине. На самом деле это не так. На самом деле главная цель Трампа – это Европа.
Он понял в торговой своей всемирной войне, что победить Китай у Соединенных Штатов пока что руки коротки. И как мы видим, от дальнейших, так сказать, тарифов каких-то немыслимых, он пока взял тайм-аут против Китая. А вот Европу Трамп будет добивать. Причем с помощью Украины. Это для него такая, знаете, доза снотворного, чтобы усыпить европейских лидеров, да, говоря о том, что Украина должна существовать, там, вы должны помогать и так далее. На самом деле Трамп прекрасно понимает, что в таком режиме против России не только Украина, а и Евросоюз не выстоит. Потому как по всему Евросоюзу стагнация экономики – это уже не какие-то сказки или чьи-то желания. Это явь, с которой столкнулся Евросоюз сегодня, покупая в первую очередь американские энергоносители втридорога. Вот. Далее бегущие ведущие компании европейские в Соединенные Штаты, причем в первую очередь ведущих экономик Германии, Италии, Франции и так далее и тому подобное. Вот. Убегают промышленники, бизнесмены из этих государств Соединенных Штатов. Их переманивают просто. И в принципе тактически и стратегически это верный ход американцев. Вот. И Европа ослабевает таким образом. Я не пророк, опять же, но с точки зрения, так сказать, человека здравого смысла, я полагаю, что Евросоюз обрекает себя на развал. И в первую очередь оттуда убегут Венгрия, там уже замышляют в Евросоюзе смещение Виктора Орбана с его должности. Методички старые, мы это помним еще по Украине 2014 года. Пытаются достать из какого-то нафталина там какую-то венгерскую оппозицию, профинансировать ее через каких-то пятых, шестых лиц и так далее, и совершить очередной Майдан, грубо говоря. То же самое будут пытаться сделать и в Словакии. Но эти государства как раз и есть первыми кандидатами выхода из Евросоюза. А если это случится, то это будет очень серьезным сигналом другим государствам, в первую очередь Германии. Поскольку уже сегодня, так где-то, знаете, в тени какой-то прессы, да, региональной, звучит недовольство тем, что принимается в Брюсселе. Какие решения там принимаются. Немецкая пресса, в принципе, уже об этом говорит. И говорит очень серьезно. О том, что Евросоюз на сегодняшний день не является тем гарантом равных и не только торговых, но и политических условий для членов этого союза. То есть какие-то еврочинуши, которых никто не избирал, сидя в Брюсселе, командуют всей Европой. В любой сфере. А взяв курс на, скажем, создание оборонного какого-то союза, да, там между Германией и Францией, между Францией и Великобританией, они не могут, так сказать, свои желания свободно превращать в жизнь, потому что есть договоренность. Они же, когда собираются на какой-то саммит Евросоюза, они о чем-то договариваются. Договариваются о том, что необходимо беспрекословно подчиняться центру. Вот, критикуя когда-то советские методы руководства, они их взяли на вооружение, попросту говоря. И в этом нет никакой новизны, какой-то новации. Все старо как мир. Поэтому государства Европы, будем так говорить, вкусив вот эти прелести с момента создания Европейского Союза, прекрасно понимают, что времени прошло много, а успехов Европа добилась. А куда же она лезет с этой войной?
опять же, все упирается в суверенитет. Вот сейчас государство, ну, может быть, еще год-два Евросоюза профинансирует Украину, да, ну, а потом скажут, все, это не может продолжаться бесконечно. Ну, давая пьянице каждый день двадцатку на выпивку, вы же это не будете делать бесконечно из жалости. Вот. А наступит тот момент, когда вы плюнете и скажете, иди работать, иди занимайся чем-то полезным. То же самое и здесь. Оно все очень приземленно будет. Никогда Евросоюз, финансируя огромную программу поддержку украинских беженцев у себя внутри, не будет еще и платить пенсии тем гражданам Украины, которые находятся внутри Украины. Ну, это маразм. И европейцы уже начинают это... А тем более вооружать Украину. Причем вооружать в больших масштабах, потому что одна-две установки Хаймарс или Патриот, они не решают никакого вопроса на линии разграничения. То есть для того, чтобы добиваться какого-то перевеса на фронте, военного перевеса, необходимо масштабное перевооружение украинской армии, довооружение ее. А пока что Европа, да и в будущем тоже, у нее таких перспектив нет. Трамп в сегодняшнем разговоре с Зеленским подтвердил, что Путин требует вывода украинских войск со всего Донбасса. Это Bloomberg пишет со ссылками на источники. При этом президент США как бы заявляет, что Украина должна сама решать, что делать со своими землями. Ну и, собственно, да, понятно, да, там подтверждается этот инсайт, что Трамп принимает полностью прекращение войны, ну то есть мирные договоренности, а потом уже все остальное, там боевые действия. То есть надо решить вопрос четко. Это позиция России, озвучиваемая очень давно. Устраним первопричины и дальше воевать смысла не будет. Но по поводу вот этих обмена территорий, вывода войск. Слушайте, так сам Трамп, Рубио, американская сторона, они разгоняли этот вопрос. А получился после Аляски пшик. Почему? И на столе ли территории, как вам кажется? Во-первых, потому что Россия слово «обмен» вообще не воспринимает. Я повторюсь, наверное, что победителям условия не диктуют. Условия диктуют побежденным, победители. Поскольку сегодня приоритет в будущем и, скажем так, успех на линии фронта принадлежит России, то какие-либо условия России никто не может выдвигать. А тем более при каком-то... Я вообще не понимаю это слово «обмен». Обменять на что? Донбасс на Аляску, Донбасс на Львов. Что менять? Я вот не понимаю этого. И говоря об этом, кстати, и американцы, и европейцы, они тоже этого не понимают. Они вот ляпают все, что им взбредет в голову. Что менять? На кого менять? Сколько можно уже менять? Мы меняем пленных, мы меняем раненых, мы меняем гражданских на граждан. Мы все время что-то меняем в этом противостоянии. Что менять? Поэтому на сегодняшний день я вообще поражаюсь украинскому руководству еще с времен Порошенко. Вот он тогда из Донбасса, как только понял, что живущие на Донбассе украинские граждане не воспринимают решений Майдана, майданного руководства Украины, он вывел оттуда весь госаппарат, он вывел оттуда все банки, он вывел оттуда все силовые структуры, лояльные ему, лояльные Банковой, ну и так далее. Все оттуда повыводил. Оставил просто пустое место в этих регионах. Там не было никакой власти. Началось противостояние, гражданская война. Ну, казалось бы, дожив уже до сегодняшнего дня, когда российское руководство не могло наблюдать спокойно, как уничтожаются эти русскоязычные регионы, они еще опять говорят о том, что
мы не віддамо цю територію. Мы не отдадим эти территории, потому что это территориальная целостность Украины. Ребята, ну когда вы будете думать о людях, которые там живут? Ну когда? Вы не думали о них, вы стреляли по ним, вы их уничтожали, причем без разбора. И вы сегодня еще претендуете на эти земли, на эти территории, где живут люди, которые вас ненавидят. Лютой ненавистью ненавидят. Ну, вообще поражаюсь, конечно. Но то, что там европейцы бредят, в том числе в НАТО и в Евросоюзе, там говорят о какой-то территориальной целостности, но это не подлежит, так сказать, даже какой-то ревизии. Ведь ясно, опять же, что Крым вообще не подлежит обсуждению. Значит, вошедшие в Конституцию Российской Федерации эти 3 бывшие области Украины, ну, также не будут подлежать обсуждению. Россия просто сегодня хочет одного. Если вы хотите закончить конфликт по минимуму, хотя бы по минимуму, то вы должны уйти из этих регионов. Во имя того, чтобы оставить в живых тех, кто еще может жить, просто оставить их в живых. Потому что те, кто носят оружие в руках и находятся в каком-то прострации, заблуждении в каком-то, а может быть и из-за идеологических убеждений своих, бандерово-шухевичских, то, может быть, эти пусть останутся воевать. Но они будут уничтожены просто. Остальных мирных граждан зачем там третировать? Ну, Вот смотрите, я этот вопрос... о людях никто никогда не думал. Ну, это да, ну, это же ненормально, Александр, смотрите, это ненормально. Но люди же тоже, они должны видеть перспективу какую-то. Давайте вот попробуем подумать о перспективах для людей. Потому что вот сегодня эпизод, ну, о нем стало известно сегодня. Харьков, остановка, подходят оповещать, так сказать. Ну, в общем... Оповестители с ТЦК и полиции. Ну, этот 36-летний парень достал нож и едва там... Ну, все выжили, конечно, ну, ранил, да, то есть отбивался с ножом от них. ТЦК официально, это тоже, это просто... Знаете, это на голову не налазит. Официальное сообщение ТЦК. Начало. Вместо благодарности, ну типа нож, вместо благодарности. Издевательство. То есть, понимаете, тут, если мы с вами давно знакомы там по эфирам, и если раньше мы говорили там на черное говорят белое, да, ну вот, то сейчас краски просто пестрят, переливаются, я бы сказал, из одного цвета в другой. То есть нужно быть благодарным ТЦКшникам. И тут тоже какая-то странная история. Подошли у него спросить документ, а тут нож достал. Вот прям ни с того ни с сего, правда? То есть никто не пытается разобраться в ситуации. Хотя, безусловно, это плохо, там, это нарушение закона и так далее, и так далее. Но другую сторону, вот ТЦКшную, никто не уличает в нарушении закона. Хоть там пытаются какую-то пыль в глаза пустить, что какие-то там уголовные дела, кого-то там отстранили, уволили там и так далее. Типа ТЦК изменились. Внутри Украины что ждет? Ну, во-первых, вы уже, в принципе, сами ответили на свой вопрос, что беззаконие, причем беззаконие с обеих сторон, и со стороны граждан Украины, те, которые должны там кому-то подчиняться, и нарушение Конституции, что самое главное, основного закона, силовыми структурами государства, влечет хаос. То есть это, опять же, явные предпосылки к гражданской войне. А если учесть, опять же, то количество оружия огнестрельного, которое находится на руках украинских граждан, пока еще не особо демонстрирующих это оружие, то в дальнейшем я могу сказать, что я уже об этом говорил неоднократно, что сопротивление власти будет нарастать. ТЦК – это не власть. Это, опять же, те же признаки 2014 года, когда создавали эти национальные формирования, нацбатальоны, нацистские батальоны. Правый сектор, Азов, Айдар и другие, да?
И их задним числом потом внедряли в силовые структуры, в состав Министерства обороны и так далее. Вот сегодня вот эти ТЦК внедрили в военкоматы. Опять же, незаконное абсолютно формирование. О них нигде не сказано, ни в одном законе. Что такое ТЦК? Где это прописано? Покажите мне хоть один документ, хоть одну статью, что эти центры являются легитимными. Есть военкомы, есть военкоматы. И в годы, кстати, Второй мировой, Великой Отечественной войны были только военные комиссариаты, которые направляли всевозможные, объявляли о мобилизации, так сказать, по документам высшего руководства страны, рассылали всевозможные документы по этому поводу, в том числе эти же самые повестки. Но в современном мире, конечно, это все отцифровывается сегодня, и на этой основе, так сказать, ведется учет призывного возраста граждан. Но чтобы таким образом унижать достоинство граждан, похищать. Ведь речь идет не просто там о том, что взяли за руки и припроводили. Людей похищают. Вот ключевой момент в этом состоит. То есть государство пошло по террористическому пути, путем террора против собственных граждан, как это было, кстати, и в 2014 году против Донбасса. Только там сразу убивали. Там они так не подчиняются, как Турчинов говорил, не подчиняются нашей власти в Киеве, значит, они должны быть убиты. Ну, приблизительно так он говорил. Я так понимаю, Убивать. что ввиду международной обстановки все будет только усиливаться. Грести Конечно. будут все жестче и жестче. Конечно. Да. И жестче будет расти сопротивление граждан. Оно непременно случится. Вот просто попомните мое слово, мы еще с вами на эту тему будем, я думаю, Александр, если будем живы, здоровы, неоднократно будем говорить. Потому что жить в таких условиях, ну, это невозможно. Ну, кто-то, может, терпит, кто-то где-то там, я не знаю, сочувствует власти. Есть и такие люди, я не исключаю. Кто-то говорит, действительно, а как призвать, если вот не идут? Вот, понимаете, да? Но это не выход. Это, опять же, ударит эта палка тебя же по лбу в очередной раз, когда ты ее перегнешь. Поэтому для того и есть государственные мужи с государственным подходом, в том числе и в период военного времени, которые должны думать о своем народе, о последствиях, которые значит, могут вызывать действия этой власти. А действия антиконституционные, они террористические, я еще раз подчеркиваю. Потому что похищать людей средь бела дня, это, я не знаю, это просто неописуемо. Это ни в одном учебнике истории этого нет. Чтобы в период войны против своих собственных граждан устраивать террор. И Как изменится, за Украину за это поплатится. как изменится война после Аляски? Нужно просто понимать, у Путина развязаны руки, или наоборот, он скован какими-то тайными, непубличными договоренностями. Сегодня вот опять-таки, да, мы видим, что в Днепропетровской области отчитывается Минобороны Российской Федерации. Понятно, это не подтверждает украинская сторона. Там Вороное село Днепропетровской области, то есть занято российскими войсками. Движение на фронте, вы отмечали, оно продолжается. Все ускорится или наоборот замедлится в плане войны? И будет ли больше крови или меньше? Ну, замедлять нет смысла, во-первых. Слишком много России поставлено на карту. В первую очередь, жизни уже тех людей, российских граждан, которые погибли в этой войне. И просто так замедлить или отказаться от СВО, навязываемая американцами идея подобная, она не имеет смысла вообще для России. То есть, в принципе, да, я думаю, что положение вещей на фронте на сегодняшний день будет таковым, что наступление будет ускоряться. И в первую очередь на севере, и во вторую очередь на юге.
То есть главная задача – это взять крупные центры украинские под контроль на севере, а на юге – это отрезать Украину от Черного моря, чтобы вообще забыли о том, что оттуда может поступать какая-то помощь. Любая, не только оружием. Вот. И в этой связи я беру, опять же, ставлю себя на украинскую сторону, теоретически. В этой связи Украине очень несладко придется. Потому как, в первую очередь, людские резервы, какое бы оружие ни дали Украине, оно ничто по сравнению с тем, что нет людских ресурсов. Нет, во-первых, не просто людских ресурсов, как мясо видят на Банковой, людские ресурсы. Нет высококвалифицированных военных кадров, специалистов нет, нет военного образования. А оно уничтожено очень-очень давно уже. Оно еще при Кучме уничтожалось, это я знаю просто по себе, как это делалось. Юрий Анатольевич, И последствия прошлого играют большую роль в настоящем времени. значит, ну, понятно, что отрезать Украину от моря, ну, это, кстати, тоже, да, все же говорят, вот, экономический потенциал, это значит разрушить, не отдадим Одессу. Но тут же возникает же момент, что действительно морем идут поставки вооружения и с Румынии, и как бы из других стран. Поэтому тут определенный такой момент. Так если этого оружия они будут поставлять, то и отрезать, получается, не надо будет Украину от моря. Тут другой интересный момент, мне так кажется, и об этом не сказать мы не можем. Значит, Аляска, которая там у всех на устах, итоги этой Аляски, которые мало понятны, но, видимо, мы все увидим после визита Зеленского в США. И все ждали, что Трамп по пути на Аляску позвонит европейским лидерам, Зеленскому. А он Лукашенко звонит. Представляете? И что-то такое, какой-то вообще очень, ну, если так почитать Трампа, который об этом сообщил, прессу, которая об этом сообщили, ну, как-то звонок, как-то ни о чем. Ну, там узников отпустить, так Лукашенко и так отпускает. Ну, какие-то там эти моменты, там, ну, в Минск хочет прилететь Трамп, ну, хорошо. А что-то он вдруг в Минск захотел полететь по пути на Аляску. В общем, кажется, что что-то начинается, или какой-то ключ, да, от разрешения войны в Украине, он хотя бы, может, не полностью, но частично лежит в Беларуси. Опять-таки, учение Запад-2025, на него искоса поглядывают с украинской стороны, говорят, что сейчас будет вторжение какое-то, там, военное решение, ну, новое, из Беларуси имеется в виду. Лукашенко почему-то с Трампом разговаривает в день X. В общем, что-то намечается. Как вы отвечаете на вопрос, а зачем Трамп звонил Лукашенко? И что из себя представляет белорусское направление и вообще Беларусь, та сторона, которая как бы как козырек нависает над Киевом, над Украиной. И, ну, здравомыслящие люди за эти 3 с лишним года войны, они четко говорят, давайте не будем провоцировать, чтобы там, ну, короче, чтобы не открыть северное направление полностью. И так это все и продержалось до сих пор. Будет ли так дальше? Дело в том, что все выступления и Путина, и союзника России, Белоруссии Александра Лукашенко, они все находятся всегда под пристальным вниманием в Вашингтоне. Любому сказанному слову там придают очень большое значение. Ну а поскольку Александр Григорьевич всегда говорил за то, чтобы мир на Украине наступал лишь только за столом переговоров, то действительно звонок Трампа Лукашенко, ну, был такой своего рода разведкой боем. Вот, для того, чтобы прощупать настроение у белорусского президента. А ведь подробности, кстати, этого разговора так до сих пор мы не знаем. Вот. Так, только какие-то общие фразы, и только потому, что Трамп захотел посетить Беларусь, согласился посетить.
А больше мы не знаем, о чем они говорили, абсолютно ничего. Поэтому он, Трамп, действительно хотел убедиться, действительно ли союз Беларусь-Россия является таким крепким, как его рекламируют и демонстрируют. Ну, с одной стороны, американцы прекрасно знают, что размещение российского ядерного оружия на территории Белоруссии – это уже фактор времени, оно уже осуществлено. А с другой стороны, они прекрасно понимают, что те меры, которые принимала белорусская власть против своей оппозиции, имеют также свои последствия для Беларуси. Те же санкции, те же какие-то осуждения в СМИ, ну и так далее и тому подобное. К тому же я скажу, что белорусское руководство, надо отдать должное, а именно президент Беларуси Александр Лукашенко, также никогда не торговала своим суверенитетом и своими убеждениями перед Западом. Никогда. Вот это отличительная черта всех европейских властей от белорусской власти. Какие бы трудности ни существовали в период становления белорусского государства, никогда белорусское руководство во главе с Лукашенко не шло на поклон к Европе, а тем более к Соединенным Штатам. Там были очень серьезные антагонизмы в начале 90-х с американцами у Александра Григорьевича. Но со временем, да, эти антагонизмы углублялись, усугублялись. Но тем не менее, как мы видим к сегодняшнему дню, и причем благодаря во многом российскому руководству, Путину, Беларусь сегодня набирает свой вес в мире. Но это так. С этим трудно не согласиться. И звонок Трампа белорусскому президенту как раз именно говорит об этом. Если бы Трамп считал каким-то задним двором там, да, Беларусь, как они это любят говорить, любому государству, которое им беспрекословно подчиняется, то вряд ли этот звонок мог бы осуществиться вообще-то. Вот. Да-да. Ну и как бы я хотел бы завершить наш разговор еще одним вопросом. Я очень ждал, кстати, нашей встречи, чтобы вы это прокомментировали. Как человек военный, прежде всего. Сейчас какая-то неистовая история. Ну, во-первых, да, Киев уже пошел на рожон, выпустили Лещенко. В общем, Киев против предложения Трампа. Сначала... Мне нравится слово «выпустили». Ну, так как сказать, он на телемарафон включился. Запустили, надо говорить. Запустили. Киев, значит, против. Сначала прекращение огня, а потом все остальное. А Трамп, ну, развернул позицию, об этом мы говорили в самом начале. И, ну, многие такие вбросы сейчас происходят, и вот сейчас активно тиражируют, что дочка Келлога, которого и след простыл в такие очень важные дни, возмутилась и, в общем, тоже ропчет о том, как на коленях в позе, ну, скажем так, коленно-локтевой американские военные стелили и подсовывали под трап красную дорожку российского самолета. А, соответственно, делегация, там имеется в виду охранники, ну, вот, представители, на это все смотрели. И это сейчас активно там тиражируется в Украине, это вот обсуждается, мол, смотрите, чуть ли не кланяются на коленях американские солдаты перед российским самолетом. И этого очень много в последнее время. Как вам кажется? Вот, во-первых, прокомментируйте саму ситуацию и, наверное, главный момент. Удастся после Аляски, ну не то что закрыть рты, а сделать бессмысленными подобные выпады, информационные провокации глобалистов, там, украинцев против, ну, какого-то движения к разрешению войны? Александр, я, во-первых, не понимаю ваш вопрос в контексте дочки Келлога и меня как военного человека. Это раз. Второе,
Остальные вопросы, я на них отвечу. Ну, два, я так понял, вас интересует вопроса. Но что касается той же дорожки, послушайте, это такие мелочи, на которые Путин вообще плюет, он внимания даже не обращает. Хотя, кстати говоря, вот если вы заметили, да, ведь до трапа Трампа дорожку-то не достелили. Там приличное было где-то метров 20 до трапа Трампа, там бетон был голый. А всю дорожку потратили для того, чтобы достелить ее до трапа Путину. Понимаете? Вот в чем дело. В этом можно искать, так сказать, подвох американских военных. Своему собственному президенту не достелили дорожку. Вот. А что касается по поводу дальнейших, так сказать, инсинуаций, измышлений там, и так далее, да они были всегда, они будут. Будет еще и больше будет. Сейчас я думаю так, что демократы внутри самой Америки, они настолько активизируются, что будут еще и объявлять Трампу импичмент. Подождите, еще дойдет до этого. Мы еще будем вариться в этих новостных событиях и пытаться анализировать, пройдут они или нет. Его еще в измене Родине обвинят. И все, что угодно на него навешивают. Но главное другое, что президент Соединенных Штатов, он и в Африке президент. Поэтому, что бы он ни делал, а если он делает еще для того, чтобы улучшить жизнь американских граждан, а Трамп в первую очередь сегодня заинтересован в стабилизации американской экономики. Вот что его больше всего волнует. Потому как за период правления Байдена там творилось черти чего. Хотя внешний долг Соединенных Штатов уже сегодня перевалил за 37 триллионов долларов, но стабилизация экономики Трамп ждет и добивается этого любыми методами. Да, он сделал ставку на эти тарифы, на эти пошлины, но это не тот путь. Вот именно если, кстати, об этом отметил Путин в своем пресс-подходе после переговоров, что даже вот в период подготовки этих переговоров товарооборот увеличился на 20% между США и Россией, что есть хорошим заделом, так сказать, на будущее. Но, безусловно, Соединенные Штаты будут в этом заинтересованы, в том числе в развитии торгово-экономических связей между США и Российской Федерацией. Но для этого необходимо максимальное доверие между двумя сторонами. Возврат конфискованной незаконно дипломатической собственности Российской Федерации в Соединенных Штатах как раз и есть этим показателем доверия. То есть об этом вчера, кстати, спонтанно ответил и посол Российской Федерации в Соединенных Штатах господин Дорчиев, что вот эти два вопроса, возврат дипломатической собственности и возобновление в полном объеме авиационного сообщения между Россией и США, а оно ведь до сегодняшнего дня не существует, и американцы в Россию, причем не в таком количестве, как это было раньше, и россияне в Соединенные Штаты летают какими-то окольными путями. Вот эти два момента как раз укрепят степень доверия между двумя государствами. И в дальнейшем, я думаю, хотя противостояние будет, оно всегда было и есть, и будет. Но что-то надо менять. И Трамп к этому готов, в принципе, мне кажется. Ну, посмотрим, как изменится война. В любом случае будем наблюдать и действительно следить за всеми хитросплетениями и поворотами. А их будет еще действительно очень много. Юрий Дудкин был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Спасибо, Александр, вам. Спасибо за интересные вопросы. Всего доброго. Друзья, берегите себя, добра и света. Увидимся.